Всем привет! Здесь Радио 1, центр Борис Ульянов. Предлагаю вашему вниманию альтернативную прошивку для трансивера X6120. Прошивка написана полностью с нуля, как альтернативно родной. Я думаю, она будет развиваться немножко быстрее, чем это делают наши братья-китайцы. Вот. Посмотрим, что из основного поменялось. Ну, внешний вид немножко поменялся, да, немножко. Органы управления остались все те же самые, то есть сейчас работают энкодеры, все кнопки практически, верхние, нижние. На тангенте работает пока только переключение диапазонов и кнопка включения на передачу. Это все тоже будет развиваться. И из основного, как бы, что мы здесь видим? Здесь режим работы, S-метр, напряжение батареи, либо часы здесь переключаются с каким-то интервалом. Здесь спектрограмма настраиваемая и водопад. Основные отличия, например, от родной, глобально это водопад. При перестройке частоты он двигается горизонтально ввесь. Он не съезжает никуда. Это позволяет очень быстро целиться на сигнал. То есть, если мы увидели где-то, можно быстро подъехать сюда, и ничего у нас не ломается. Эти части постепенно заполняются, поэтому в этом никаких проблем нет. Что касается спектрограммы, сейчас мы, когда настройки будем смотреть, я вам покажу интересные фишки, которые там сделаны. Значит, основное, энкодеры, вот эти два, они имеют несколько функций, которые меняются нажатиями. То есть при нажатии мы меняем здесь параметр. То есть не надо никуда заходить, какие-то менюшки, это быстрый доступ к функциям, которые чаще всего используются. Я потом сделаю, чтобы можно было выбирать свои функции, то есть какие надо, какие не надо, потому что их здесь может быть довольно много. Вот, и это будет со временем развиваться. Здесь у этого энкодера свои функции, у этого свои. Тоже точно так же нажимается. И меняем, просто нажимаем, выбираем какой надо параметр и меняем его. Вот. Если мы промазали и хотим на одну функцию назад отъехать, нужно просто нажать «Подержать», он листает в обратную сторону. Вот. Вот, например, полку шума можно поменять довольно быстро. Если у вас шумы поднялись или поменялись, или сигнал стал сильнее, можно просто его быстренько прибрать. Все это здесь на месте прям делается. Так, теперь по настройкам. То же самое можно сделать быстрее. То есть, например, если здесь у нас сейчас громкость, то настройки фильтра, например, можно менять. Вот, то есть здесь у нас первая кнопка показывает, что мы сейчас меняем, какой именно энкодер. И страницу, то есть, например, у этой одна страница из двух. Здесь у нас громкость, настройки фильтра, мощность. На второй странице настройки микрофона. Дальше идет настройки вот этого энкодера. То есть уровень — это настройки спектра. Максимальный, минимальный. Зум. Вот зум можно тоже быстро менять. Раз. Даже если вы находитесь просто здесь в менюшке, можно долистать до зума. И быстро его менять. Дальше здесь у нас можно убрать заполнение спектра и можно убрать пики. Они мне немножко мешают, поэтому я обычно вот так делаю. Здесь настройки пиков, с какой скоростью они. Например, если сделать, это с какой, как долго они будут держаться, а это с какой скоростью они опадают. Можно сделать, чтобы они медленнее опадали. Вот, ну, сами полистаете, посмотрите. Здесь, в общем-то, настройки, а это настройка зарядника. Есть, нет, но сейчас внешний источник подключен, поэтому не влияет. Насчет индикации. Здесь у нас сейчас показывается время и напряжение и емкость батареи. Емкость батареи, кстати, китайцы сделали неправильно. Она не показывает реальную емкость батареи. Она рассчитывается, исходя из текущего напряжения. Там есть микросхема, которая учитывает
прям реально мерить ток, они сделали вот таким дурацким способом. То есть на эту емкость обращать внимание не надо, она неправильно, лучше смотреть по напряжению. И китайцы считают, что когда этот аккумулятор можно разряжать до 6,4 вольт, тогда здесь становится 0, и в принципе он еще продолжает работать. Я его высаживал до 6 вольт, до 6 вольт он работает нормально, отсечка аккумулятора на 5 там с копейками, 5,75, по-моему, вольта, отключается внутренняя защита аккумулятора. Вот. Если подключить внешний источник питания, тогда здесь мы будем получать напряжение аккумулятора и внешнее напряжение. В общем-то, я пока посчитал это логичным. Так, по настройкам здесь по этим понятно, да? Еще есть настройки телеграфного ключа. Здесь все то же самое. То есть здесь выбираем, какой нам нужен параметр. Вот, чтобы вернуться в основные настройки, вот тоже ген нажимаем, точно так же. Дальше настройки DSP. Вот, например, ночь фильтр. Кнопки плохо срабатывают. Это noise blanker и noise reducer. Сделал интересную штуку, мне очень не хватало. Настройки, когда ночь фильтр настраиваешь, не всегда видно, куда он попадает. Поэтому выбираем зум покрупнее. И вот эта полоска, вот это как раз там, где у нас сейчас находится ночь фильтр. Когда вы меняете его ширину, она меняется, соответственно. И когда вы ее просто берете и ставите на сигнал. Да, когда фильтр меняете, соответственно, фильтр тоже в реал-тайме меняется. Вот нижняя половина фильтра меняется, а вот верхняя. Все, больше ничего не надо. Фильтр привязан к модуляции. То есть, например, для каждого режима модуляции, для SSB, для нижней боковой свой фильтр, для верхней боковой свой фильтр. То есть вы просто настраиваете, как вам удобно. Например, для цифровых фильтров можно сделать пошире полосу, для голосовых поменьше, для телеграфных там еще, для телеграфного реверсного в обратную сторону можно сделать свой фильтр. И при переключении модуляции фильтр будет переключаться так, как вы его настроили. Он будет сквозной, для всех диапазонов одинаково. То есть телеграф везде будет одинаковый, там SSB одинаковый. Ну и все это в реальности видно, как это все происходит. Вот, то есть ночь фильтр. Фильтр работает. Слышно, да, вырезаю. Вот, все это гораздо более наглядно происходит. Для того, чтобы вернуться, точно так же нажимаете ген. Ну и все. Вот, это то, что то есть показал настройки телеграфного ключа, настройки DSP. Как я уже сказал, некоторые настройки сохраняются в режимах модуляции. Вот, например, шаг. Да, диапазон, некоторые диапазоны разбиты на участки. То есть вот здесь видно, что это у нас 20 метров, телеграфный кусок, и за ним идет SSB голосовой. В режиме модуляции запоминается как раз, например, шаг, с каким мы будем ходить. Например, вот в SSB у меня здесь настроено, что по 0,5. Если мы заходим в телеграфный участок, шаг автоматически меняется на 100. Причем он меняется, это не прошито, это если вы поменяете на свой, там на 10, допустим, да, то здесь у вас будет 10, а при переключении в телефонный участок здесь останется 50, 500, ну, 0,5. Заезжаете сюда, и здесь сразу попадаете, шаг меняется.
Вот. Это немножко облегчает. Естественно, работает тюнер. Точно так же все зажимаете АТУ. Все, можно пользоваться. Настройки тюнера в штатной прошивке были сделаны через 50 кГц. То есть настройки тюнера не меняются. Слышно, он здесь переключается. То есть от 0 до 50, от 50 до 100, от 100 до 150, дальше. Я ничего не стал менять, сделал точно так же. В принципе, это работает, это логично. Есть еще заложенная функция работы с несколькими антеннами. Она уже, я ее начал писать, еще пока не доделал сам непосредственно выбор антенны. То есть настройки тюнера будут для разных антенн сохраняться разные. Можно, например, дома работать с одной антенной, на природе с другой или с разными антеннами. И если вы один раз настроили тюнер для одной антенны, то вам не нужно будет потом весь тюнер перестраивать. Достаточно будет просто переключить на выбранную антенну, и у вас настройки тюнера подтягиваются именно для этой антенны. Вот. Это сделано так. Вроде бы все из такого рассказал. Образ прошивки лежит на моем сайте. Я выложу в описании ссылку. Если вдруг что-то непонятно, пишите в комментариях. Есть ссылка на русскоязычный форум. Тоже ссылку оставлю в описании. Вот. Есть кое-какие тут недоделки, шероховатости, непонятности. Буду дальше с этим разбираться, дальше развивать. Много еще идей. Вот. Надеюсь, будет нормально сделано все-таки. Так что не переключайтесь. Всем мира.